Всем доброго времени суточек! Вы на канале Истина Оракула. И сегодня у нас, как всегда, два варианта. Мудрец и дракончик. И мы посмотрим, что на пороге, на дороге. Ну, давайте гадания в течение, в среднем 3 дня, да? У кого-то, смотрите, может неделя быть, у кого-то месяц, кто его знает. Бывает, что события, которые должны были быть, к примеру, хорошие, они затягиваются, да? Понимаете, по какой причине? По причине каких-то злых завистников, которые могут это украсть, и все такое прочее, да, мои солнышки? Не раз у нас просматривалась тут и магия, хотя вот этот канал у меня такой вот, без магии. Ну, бывает. Так, давайте мы начнем с первого варианта. Вот на обоих колодах будем гадать. На этой колоде что вам поможет? Это у нас колода как раз Таро снов. Так, давайте. Здравствуйте, здравствуйте, мудрецы мои любимые. Что у вас на пороге, на дороге в течение 3 дней, у кого-то неделя, у кого-то месяц. Смотря кто на каком уровне сейчас стоит, и есть ли у вас враги. Это тоже имеет значение. Так, давайте. Так, так. И вот давайте мы посмотрим, это будет главная карта, почему-то вот так хочется сделать, то есть всего расклада. Что вам, кто, какая ситуация вам поможет? Вот Таро снов, мы в принципе на этом канале еще не гадали. Просто одну карту, что поможет, в какой-то может, если будет какая-нибудь затруднительная ситуация. Одна карта. И вторая дополнительно просто как вот дополняет вот эту. Почему-то мне хочется вот так вот. Так вот дополнительно пускай здесь будет. Так, давайте смотреть основную карту всего расклада. Король трифовый у вас что-то. На пороге у вас какой-то серьезный, ответственный, идейный, мудрый, верный друг, семейный человек. Готов к браку, был в браке, есть свой бизнес, карьерист. Кто-то и вот из этого всего. Потому что народу много, у кого что может быть. Правильно? Так, и сейчас мы посмотрим. Тут вот так вот идет. Ух ты, туз пиковый на пороге. Ну, у вас сейчас идет обучение, рост, развитие, самообразование, творчество, получение знаний, но почему-то не получится. В данный момент тут или вы приболеете слегка. Ну уж бывает вот так вот, извините, не только хорошее все там. Как карты. Кто-то слегка приболел, кто-то, может быть, обманывает, что не может выйти на учебу. Не знаю, может, такое ощущение меня девочки, мальчики смотрят, которые учатся где-то в заведении. Вот. Университет там. И где там, смотрите. Школа, может быть. Так. Вот просто чисто обман. А я приболел, не пойду в школу. Вот так вот идет. Как-то так. Что-то у вас с обучением тут не то. Тут два варианта. То ли вы притворяетесь, то ли серьезно приболели, то ли вам преграда какая-то, понимаете, еще может быть обозначать, что это просто преграда, кто-то вам не дает учиться, кто-то вам не дает творчеством заниматься, получением знаний. Смотрите, каким образом это? Это обычная физическая ситуация или это магическая ситуация также может быть? Потому что это какая-то тяжелая сила, вот, кстати, вмешательство. И для вас это будет каким-то ударом, если честно. Вот такая ситуация вас ждет. Это хлопоты, кстати, это может быть, вы будете хлопотать по поводу сына, внука, какого-то ребенка. Тут валет, тут нету девочка или мальчик. Это ребенок. Романтичный, капризный, мягкий маменькин сынок. Вот так выходит. Можете хлопотать по поводу ребенка. Он, может, приболел, и вот вы сейчас сидите с детенышем дома. Почему-то говорю с детенышем. Ну, походу, видимо, у кого-то именно маленькие детки. Может, в садик не пошел. Понимаете? А у него там в садике сейчас же тоже какие-то контрольные бывают, ну, образно говорю. Я помню, что там как-то они там, их тоже проверяют, да, когда подготовка к школе. И какое-то очень важное, возможно. Почему для вас это вот ударом? Вот такой какой-то, такая ситуация вас ждет. Ну, у кого нет детей, внуков, там, племяшек, это просто хлопоты какие-то. Как-то так вот. Но это будет для вас неожиданно прямо, прям ударом каким-то.
Ну, это именно касается творчества и роста. А вот причем тут король, тут трифовый, я не знаю. Может быть, это он как-то посодействовал. Давайте, ладно, а поподробнее. Король трифовый, ты какой тут имеешь? Так, ну, король трифовый, что по поводу семьи связано. Это прям хорошие карты, хорошие. Ух ты, ну, понятно. Ну, я что-то не просто так говорю. Тут магическое воздействие. Или же вы не управляете событиями, просто манипуляция. Смотрите, два варианта. У кого-то, я просто вижу сразу, что вас затыкают, чтобы вы не развивались, или же ваш ребенок не развивался. Через ребенка тут воздействие. Вот. Король трюфовый тут имеет значение. Тут какие-то разговоры будет. Так, а здесь у нас заслуженный деловой успех, радость, добродетель, места для хранения денег, аренда и покупки земли и дома. Заслуженный деловой успех. И тут не он виноват. Нет, этот хороший король. Этот король хороший. Он, наоборот, любовь какая-то к вам или же просто хорошие чувства к вам, вот этого короля. Ну, то есть это или друг, да, верный друг, или там, может быть, даже какой-то, который к вам испытывает какие-то хорошие там чувства. Он, наоборот, он разговоры о семье. У вас что-то на кону хорошее стоит, и у вас вы хотят что-то забрать обратно. Вот у вас на кону идет заслуженный деловой успех. Возможно, вы по работе, у вас идет сейчас развитие, кстати. Вот. По работе у вас идет, вот как проходит обучение, да, переподготовку, может быть, радость, финансовая стабильность на пороге, да. Также может быть и аренда, покупка земли, я читала, дома, может быть, что-то с семьей связано. Но что-то хорошее у вас на пороге. Вот эти враги это все видят. Смотрите, это может в физическом плане. Подружка какая-то об этом знает, она позавидовала. И как-то, ну, бывает глазливый, бывает вот так вот. Расскажешь кому-то, и кто-то позавидовал, это не случилось. Поменьше рассказывайте. Тут вот прямо такая, вот поменьше рассказывайте. Иначе будут затруднения. И как-то так. Кто-то вам даже желает, кстати, увольнения прямо с работы желает вам. Ссоры, препятствия. Чтобы у вас что-то на работе наклевывается хорошенькое. Ну, может быть, у ваших родственников, да, там, если вы, к примеру, уже не работаете. Но посмотрите, что там у дочки, внучки, сына. Может быть, это у них такая ситуация. Бывает, что люди смотрят за 70 лет, да, то есть, ну, какая там работа за 80 лет. Значит, в вашей семье вот такая ситуация будет, солнышки. Но давайте посмотрим, что поможет. Но этот король, кстати, как раз-таки через этого короля, возможно, и будет что-то хорошее. Он важная вещь. Возможно, это ему тоже будут. Ну-ка, будет такое? Ему тоже палки в колеса будут ставить. А что тут у него? Дама какая-то. Тут какая-то дама. Вот он, ваш враг. Вот это. Я же говорю, что подружки какие-то. Надо замужняя. Дама червовая, которая вот у нее что-то, какие-то у нее проблемы. Вот она сейчас в таком расстроенном. Что-то у нее не так. И вот она завидует вам. Что-то у нее расставание или прощание с кем-то. Может, развод. Также у нее на работе, может, какие-то проблемы, в семье. Вот. И вот она вот хочет вашего хорошего, завидует, что вам этот король вам помогает. Понимаете? Вот такая ситуация. Давайте посмотрим, что вам поможет в этой ситуации. Так, сейчас, минутку. Ух ты. Ага. Так, сейчас, минутку. Королева мечей вам какая-то поможет. Но это как дополнение. Вам надо что-то, если честно, как-то от чего-то уйти, оставить что-то в прошлом надо. С чем-то проститься, я не знаю. И вот тут у этой дамы оставить в прошлом. Вот тоже вышло. То есть она не хочет смириться и оставить что-то в прошлом. Понимаете? Тут у вас какая-то связь. Ну, вам нужно что-то
от чего-то уйти и оставить в прошлом. Я не знаю, что это такое. От чего-то уйти. И королева мечей вам в этом поможет. Королева мечей – это такая холодная женщина с холодным рассудком, умная, также такая волевая. Кстати, знаете, что мне идет? Возможно, может быть, и вам на какой-то период надо быть такой. Вот мне идет вот такое. Я не вижу от нее что-то плохого такого вот. Смотрите, у кого-то кто-то, может быть, поможет, да? Это также может быть и адвокат, также может быть структуры всякие, военные структуры, да, полиция, там, юристы, все что-то касается, вот, все, что касается железа, да. Но как больший процент я вижу, что вам на какой-то период времени что-то надо защитить свое. Вот такой вот стать не то, что там прям агрессивный, а справедливый, да? Вот. Вот как-то так. И вот что-то в прошлое оставить и идти, может, какое-то новое, не знаю, к чему это. Давайте посмотрим. Вот почему по одной карте сложно гадать. Тут же надо... Иногда будут такие подольше расклады, иногда коротенькие, высший суд. Говорю, тут, говорю, какое-то правосудие. Что себе высшего суда карта? Может, у вас какие-то суды сейчас идут с кем-то, кстати. И эта дама на ваше жилье, я не знаю, или на что-то еще по поводу денег, финансов. Но вот по поводу вот этого вот у вас идет вокруг да около. Вот за финансовая стабильность, аренда, покупку земли, дома, да, может, кто-то там вообще по работе у него, да, там у него скандалит он с арендой. Ну вот вам надо какой-то период времени быть такой более жесткой. Потому что тут не зря говорится об этом. То есть защитить себя, отстоять там в суде, если у вас... Ну, тут высший суд вышел. Но суд-то может быть разный. Все по справедливости. И как бы если, к примеру, вы делите... Вот образно говорю, если вы делите какие-то квадраты земли, может быть, или дома, это может соседка, к примеру, да, то вам тут говорится, что в принципе, как сказать, все по справедливости сделайте. Если все-таки там она претендует, все-таки какие-то 10 квадратов все-таки ей как бы должно достаться, да, дайте вы эти 10 квадратов. Ничего страшного с этим не произойдет. Если это по справедливости, к примеру, да? То есть вам тут такое вот почему-то не быть жадным. Оставить что-то в прошлом. То есть, например, если некоторые идут прямо вот гордые очень, да? Нет, все мое, весь дом будет мой, там все такое прочее. А он двухполовинчатый, к примеру. И какая-то часть, там, например, 10%, там какая-то сестра третьего колена претендует, да, к примеру, но она же, например, может быть, официально претендует. Вот как-то так идет. Но есть люди, которые, нет, я все равно буду воевать за все свое, но я вижу тут картину, что что-то все равно нужно с чем-то небольшим смириться, чтобы достичь чего-то большего, понимаете? Вот как-то вот так вот идет, солнышки мои. Так, еще подсказка. Луна. Два таких волка, я хочу сказать, медведя. Кто-то раньше, кто сейчас смотрит расклад, раньше медведя. У меня есть фигурка медведя. Вот. Загадывал. Девятка мечей. Ну что-то вообще. Плохая карта. Тут что-то такое прям болезненное для вас. Да, понятно. Туз пиковый. Но что-то будет такое неожиданное. Вот это вот. То, что вы не ожидали. Вот. А вот эта карта непонятного. Понимаете, Луна это когда вы не будете знать, что вам делать. И так, и так, и так, и так. Вот как-то как вот так вот у вас, вот это вас ждет. Непонятного что-то вот. Но надо будет вот такой королевой мечей быть. Вот такой вам совет. Ну хоть как-то ж двинется. Ух ты, древо жизни. Древо жизни. Вам поможет древо жизни. Я не знаю, если у вас, к примеру, магическое какое-то, молитесь духом рода. Вот так вам поможет.
Как минимум вот такой совет, солнышки мои. Или каким-то другим инстанциям, которые, знаете, то есть, ну, если это не духи рода и какие-то ваши помощники, да, это может быть просто каким-то высшим инстанциям обращайтесь, которые, эти древа, которые уже давно на этом посту сидят, да, например, если у вас какие-то проблемы, идите не в маленькую инстанцию, выше, маленькая не поможет, если суды, к примеру, да, идите те, которые уже давно сидят на этом посту, и они такие более сильные. Поняли меня подсказочку? Вот что я вижу. Ну все, мои солнышки, давайте уже к другому перейдем. Какой-то длинный у нас расклад. Ну, есть люди, которые любят, чтобы им подробненько все. А я такой человек, да, люблю, чтобы подробненько. Вот, давайте ко второму варианту. Здравствуйте, здравствуйте, дракончики. Давайте... Ух ты! Колода карт у меня упала. Не хотят, кто-то не хочет, чтобы я вам что-то сказала. Ну, простите, Пауля, не буду сказать. Сейчас я подниму, солнышки мои. Что-то тут такое необычное у вас. В прошлом варианте было магическое воздействие. Хотя у меня канал не про магию. Что тут все падает? Бывает, бывает. Это говорит уже о том, что что-то у вас такое... Кто-то не хочет очень сильно знать, что я вам сейчас скажу. На пороге, на дороге, что ждет в течение 3 дней, недели. У кого-то месяца. Какая-то такая ситуация. Вот. В прошлом варианте, например, там неожиданный удар такой, неожиданные какие-то события. Что вам поможет в этом, если будет что-то такое, какая-то затруднительная ситуация, да? Давайте смотреть, мои солнышки. Ух ты. Так, обратно неправильно сняла. Так, интересно. Ну, тут кто-то мешает. Смотрите. Вот эта карта говорит о том, что хватит, гадать не надо, да? Но это не по-настоящему. Когда кто-то ставит магические преграды, то эта карта специально выпадет, чтобы вы дальше не продолжили расклад. Кто-то не хотел именно, чтобы вы вот эти 3 карты узнали. Сейчас я вам объясню, что это за карты. Вот прямо мешает и прямо не хочет. У вас на пороге какое-то хорошее. Вот. Давайте это потом. У вас какие-то документы, справки, переговоры, компромиссы, финансовое партнерство. Ну, это как такая карта договоров. Что-то семейное будет. По поводу защиты, стабильности. Может быть, гости приедут. Принятие гостей в домстве. В домстве. В думстве почему-то. Кто-то в думе работает. Или в думу пойдет договариваться. Ну, смотрите. Кто-то в какие-то высшие инстанции пойдет и денежки там принесет. Может быть такое, что это вы кому-то заплатите за что-то, чтобы у вас что-то в семье улучшилось. Вот как-то я вижу. Но это какой-то не все, это какой-то процент. А так у вас, говорю, семья, родственные связи, забота, воспитание. Что-то по поводу семьи, защиты и стабильности. Вот большие деньги тут. Выигрыш, бизнес, богатство, финансовая безопасность. Смотрите, кто-то выиграет, а кто-то, наоборот, просто, ну, вы поняли, денежку заплатит, чтобы у него это было. Кто-то просто в банк пойдет, понимаете? Новое место работы также может быть. Здесь вот эта карта также. Бизнес, выигрыш. Ну вот что-то прям вот огромное вас ждет. Кто-то, может, большую покупку приобретет, понимаете? Что-то, какие-то золотые ювелирные украшения купит, я не знаю. Что-то тут такое вас ждет. И этот человек об этом знает и вам хочет помешать. Смотрите, физическим, магическим образом. Может быть, просто физическим. Говорит, да не надо тебе это, зачем ты? Зачем ты такую дорогую вещь покупаешь? Подешевле купи. А у вас есть и возможность, например, вот так вот, по-разному может быть, да? Мне прям интересно, что здесь хотя бы чуть-чуть. По поводу какого-то короля мечей почему-то. Ну, смотрите, если вы будете хлопотать и денежки по поводу короля мечей какого-то. Или же вы сам
король мечей и себе подарок будете приобретать. Но тут будет касаться какого-то мужчины. Мужчина властный, мужчина строгий, холодный, умный. Вот такого плана. То есть мечевая масть, понимаете? Вот. Это я вам картину по поводу какого мужчины. Тут что идет? Тут хлопоты тоже. Хлопоты по поводу юридических вопросов. Я же говорю, судебные разбирательства, кратковременное ухудшение материального положения тут идет. Вот. Вот по поводу этого вы будете хлопотать. Вот почему-то хлопоты какие-то пустые вышли. Потому что тут может быть обман какой-то. У кого-то азартные игры, кстати. Кто-то проигрался и должен кому-то денег. Не знаю, вот тут также по поводу короля мечей вы будете хлопотать. У кого-то может что-то... Какая-то такая ситуация. Может быть и обман, поэтому это и проблемы. Просто какой-то махинация какая-то, кстати. Кто-то может знать, что у вас есть деньги и захочет вас обмануть. Я не знаю, мне почему-то так идет. Тут вот такие дела. Так, что вам поможет в этом? Ух ты. Вам поможет, наоборот, какая-то очень тяжелая ситуация. То есть, смотрите, если вы будете как хлопотать из-за кого-то, то у вас сейчас какие-то трудности. И вы будете говорить об этих трудностях, вот, как вам тяжело. Но я прям реально вижу, что кто-то пойдет, вот прям вот, кто-то реально покупки себе хочет сделать, а кто-то за этого мужчину пойдет хлопотать. И рассказывать, как тяжело, ну или этому мужчине, или без этого мужчины, ну вот что-то такое. И эта ситуация вам поможет. Да, так вот, знаете, на дурачка. Ну, то есть вы пойдете, пожалуйтесь, там вот как-то так. Быть проще. Вам совет поможет. То есть, если вы пойдете именно в эту инстанцию, быть простым человеком, даже если вы умный, начитанный, там, я не знаю, там, много образования у вас, поведите себя, как будто вы обычный простачок. Вот, ну, вот такой вот, ну, образно дурачок, ну, на самом деле нет, просто как-то так, попроще. Вот такой совет почему-то вам. Быть проще. Ну, все, мои солнышки. Давайте я вам еще что-нибудь, как-то вот, что-то тут еще такое. Что еще? Вот ты, ну ты. Расстройство. Пятерка кубков — это когда вы вот прямо вообще плохо, не знаете, что делать. И именно эта плохая ситуация вас поможет вывести вас. И древо жизни обратно. Как в первом варианте. Кто-то смотрит с первого варианта. Молитесь духом рода, я не знаю. Или же так же. Тут такая же ситуация в первом варианте была тоже. Пойдут в инстанцию. Обращаться к людям, которые именно давно на этой должности. Древо, да, древние, образно говорю, да. Которые вот не в маленькие инстанции, а более повыше, понимаете, в прокуратуру, ну, к примеру, и дальше. Потому что юридические вопросы, судебные разбирательства. У кого-то просто материальное положение, денег нет, просто материальное положение не очень. Вот. Может быть, вот другую ситуацию я вам говорю. Просто что-то с финансами, да, вы хлопочете, вам тяжело. Вы попросите у кого-нибудь, возможно, и вам дадут. Но вы будьте попроще, да, сильно это там. И идите к тем, кого вы давно знаете. Вот другой вариант, да, которых вы там с детства знаете, хороших друзей, не какую-нибудь там просто подружку, которой 3 месяца знаете, да, а к людям, которые даже из семьи, из вашей. Вот, кстати, еще подсказка. Какому, то есть, к примеру, если вы идете к врачу, кстати, король мечей, это может быть и врач, кстати. Вот. Я просто сейчас очень много вариантов даю, потому что, ну, разные ситуации. Это даже поход к врачу может быть, которому вы заплатите деньги. Да, вот сейчас почему-то пошла. И это, может быть, должен быть семейный врач, понимаете, который вот все знает. Не какой-то одной специальности, вот что вам подсказка, а знает прям вот хорошо все. Он прям даже может в возрасте, да, древний.
Вот как-то так хороший специалист. Так что смотрите, кого вы пойдете, за кого молиться будете, кого будете освобождать. Все, мои солнышки. Хочется кому-то сказать спокойной ночи. Бай-бай. Кто-то еще будет смотреть. Пока-пока. До новых встреч.